Здравствуйте! Давно мы не ходили на прогулку вместе с вами. Рада вас видеть. Присоединяйтесь. Просто пойдем погуляем, подышим свежим воздухом, посмотрим на летний лес. Присоединяйтесь. Очень надеюсь, что картинка сегодня будет не размытой, четкой, резкой. Нам не помешает шум с дороги, несмотря на то, что мы уйдем сейчас вглубь леса. И мы чудесно с вами погуляем. Интернет-покрытие здесь прекрасное. Настройки камеры я выставила правильно. Жду только вас, чтобы погулять вместе. К сожалению, я не предупредила, не поставила объявление. Так получилось у меня. Очень надеюсь, что мои подписчики, тем, кому нравилось гулять со мной, Александр, Сашка, мистер D4 или 94, Тамара, увидят меня и присоединятся. Очень на это надеюсь. Ну, если никого не будет, то я все равно гуляю каждый день, практически каждый день. И мне совсем не трудно брать с собой телефон. Да, летний лес другой. Всевозможные насекомые, птицы. Немножко шум ветра другой. Листья уже совсем не той первой свежести, что были в мае. Пойдемте дальше. Здесь может быть покрытие интернета недостаточно хорошим, потому что деревья смыкаются вверху. Сейчас мы отойдем немножко от дороги, и совсем не будет слышно транспорт. Ну, в лесу, конечно, надо молчать или слушать. Вот есть такой хороший философский вопрос. Тишина леса или шум леса? Для жителя городского, вероятно, это невероятная тишина. Иногда тишина давит людям на голову. А для меня, например, в лесу шум. Шум от птиц, насекомых, ветра, листвы. Здесь вывезли лес. Здесь лежал большой складированный, бревна складированные. О, вы видели? Это была, как же ее, рея на немецком, косуля. Косуля, вы видели? Здесь пологий склон. Ну, даже молодому парню, мне кажется, было бы непросто пробраться через все эти колючие заросли черной этой ягоды. Забыла. Но более взрослому человеку тем более.
Да, у нас тут косули бывают. Например, один раз косуля подъела мою гортензию. У нас нет забора, и она подъела гортензию, молодые цветки все съела. Я на нее обиделась. Угу, обиделась. Папоротник. Но вот он доходит здесь иногда до 2 метров в высоту. Да. Аллергия, сильная аллергия, поэтому шмыгаю носом, извините. Вот здесь можно видеть папоротниковое поле. Вы представляете, там внизу для всех этих вот насекомых мелких, да, это целый лес. Прелесть. Прелесть. Все пышет здоровьем, обогащает кислород. Невероятно. Сегодня даже моего преданного активного пользователя нет, потому что он тоже не знает, что я гуляю сегодня. Это ничего. О чем мы можем поговорить? Или лучше помолчим? Ответить некому. Будем сами принимать решения. Давайте помолчим. Давайте. Ну вот это самолет слышно. И полная тишина. Полная тишина. Деревья. Вот сколько им лет? 50. Нет, больше. А вот цветочек появился. Цвета фуксии. Мы их с мужем называем солдатами, потому что они, как правило, стоят вдоль дороги. Насекомых, конечно, много. И в это время много клещей. Но это нас не останавливает. Мы все равно идем гулять. Наслаждаемся нашим лесом. Наверное, я как-то настройки неправильно выставила, потому что у меня ни одного гостя. Такого ни разу не было. Ну что ж, немножко спала жара. Это очень радует. Сейчас в лесу прохладно, свежо. Здравствуйте, кто-то присоединился. Мы гуляем по лесу. Очень рады вам.
А еще несколько дней назад была жара 38 градусов. Да, это не свойственно для нашего региона. Это регион Германия, вулкан Айфель. И это было невероятно тяжело. Да. Вот такая вот гифтик. Да? Ядовитый цвет. Ну, почему ядовитый? Это почти цвет фуксии. Вам слышно пение птиц? Кому? Мне. Мне слышно. И я наслаждаюсь. Это правда. Жаль, что я не сделала предупреждение. У меня так получилось. Ну и потом я долго не выходила в эфир. Мои постоянные попутчики по прогулочкам подумали, что я забросила это дело. Нет, нет, нет. Я продолжаю гулять регулярно. Заглянем в таинственную чащу. Но я всегда люблю повторять на каждой прогулке, что если человек работает в офисе, где-то сидит на 37 этаже, так далеко от земли, то ему вот такая прогулка по лесу точно понравится. Да? Или люди, которые живут в пустыне, когда в жару вообще не выходят на улицу, только в закрытом помещении. Им тоже понравится такая прогулка по лесу. Я убеждена в этом. Вот мох уже подсох. А осенью, в период дождей, он зеленый, обильный, такой мягкий. Да. Тишина леса. Тишина леса. Еще кто-то присоединился. Здравствуйте, очень рады. Присоединяйтесь, мы гуляем по лесу. Вот странное дупло. Там точно кто-нибудь живет. Я уверена в этом. Потому что обитателей леса много. Да, мы здесь только гости. Мы здесь только гости, как и в воде. Мы только гости. Меня вообще-то волнуют, интересуют философские темы. О, смотрите, вот это дикий кабан. Вот это точно разрыхлял землю носом, искал корешки, не знаю, что еще. Дикий кабан. Я здесь, в этом регионе, живу не так давно, но я уже это поняла. Солнышко слегка появилось. Солнышко. Когда появляется солнце, лес сразу приобретает объем. Я раньше этого не видела, не замечала, ну не думала об этом. Добрый день, присоединяйтесь, пожалуйста. Мы гуляем по лесу, по летнему лесу. Солнечно сегодня, тепло. Район вулкан Айфель, Германия.
Пойдемте гулять вместе. Я думаю, что это прекрасное предложение. Ну да, нам не нужно идти на работу, нам не нужно строить карьеру. Нет, у нас другие приоритеты и ценности. Все это позади. Все позади. В каждом возрасте свои приоритеты и важности. Да, летом лес другой. И звук у леса совершенно другой. Здесь насекомые, птицы изредка. Им тоже жарко. Классно. Корень, да? Нога большая. Сравнение нога динозавра. Ха-ха-ха. Здесь может картинка быть более размытой, потому что деревья полностью закрывают выход в небо, так сказать. Мы пройдем сейчас еще немножко до опушки и пойдем обратно. Очень красивые пейзажи. Так вот, солнце, оно делает лес объемным. Да? И иногда картинка бывает абсолютно плоской. Странно. А когда появляется солнце, оно делает объем лесу. Здравствуйте вам, кто присоединился. Мы гуляем по лесу. Мы гуляем по летнему лесу. И приглашаем вас вместе с нами. Очень надеюсь, что здесь интернет есть. Листья весной. Они были такие нежные, нежнее шелка. А сейчас листва огрубела. Да. Вот шумы в лесу странные, как будто бы звери где-то ходят. Это правда. Но у нас здесь совершенно не опасно. Тем более в дневное время. Нет, это не опасно. Но я хотела бы выйти еще на опушку, потому что здесь неустойчивый сигнал. А, точно, вон еще косуля. Вот я же ее слышала. Да, это косуля. Побежал наверх. Послушайте, сколько сил надо, бегать вот по этим горам вверх и вниз. Невероятно. Я хочу обладать таким же здоровьем и такой же энергией, как косуля. Я слышала, что там шум. Я когда смотрю в такой лес, всегда представляю, как здесь ночью, как здесь зимой. Вам видна глубина леса? Надеюсь, что да. Я думаю, что мне нужно возвращаться, потому что сигнал пропадает. Какая прелесть, какая прелесть. Посмотрите. Вау. Не могу надышаться. После жары вот это вот первая прохлада, ну, не хватает, конечно, влажности в воздухе. Вот эта кабинка, где садится егерь и отстреливает животных, да, в какой-то период. Вот это вот первая прохлада, ну, не хватает, конечно, влажности в воздухе. Вот эта кабинка, где садится егерь и отстреливает животных, да, в какой-то период. Вот эта кабинка, где садится егерь и отстреливает животных, да, в какой-то период.
они отстреливают животных. И я думаю, что это правильно. Ну, я не берусь судить, потому что я не профи. Вам слышно ветер? Ну, лес на самом деле очень тихий. Это правда. Все, возвращаемся обратно. Возвращаемся. Сейчас пора цветения роз. У нас с мужем в саду 13 сортов роз. И мы очень любим сад. Все изучили про все сорта. У нас огромный опыт работы с растениями. Мы оба одинаково любим ботанику, сад. Да, поэтому это наш общий интерес. Можно на небо немножко посмотреть. Немножко позже, в августе, начнутся грибы. Это особенный азарт и удовольствие. Это правда. Столько белых грибов, сколько я видела здесь, в этом регионе, я не видела в своей жизни никогда. Вот другой сорт папоротника. Он остается даже в мороз зеленым. Свиристель. Но такой лес не пройдешь. У нас, конечно, есть свои места грибные. Грибов много, но не везде. Прелесть. Прелесть. Ой, вот это корень. Давайте посмотрим. Посмотрите, какой корень. Вау. А воздух. А запах. Вот здесь видна солнечный луч. Мне жаль, что я не оповестила своих постоянных попутчиков по прогулкам. И почти 3 недели не выходила в эфир. Но мне жаль, я исправлюсь. В следующий раз обязательно напишу объявление. Теперь я буду делать это опять регулярно. Минимум 1 раз в неделю или 2. Пожалуйста, возвращайтесь, мои дорогие подписчики. Шикарный папоротник. И он даже еще не весь раскрылся.
Вот так он раскрывается. Такие головки, потом разворачиваются. Шикарный лист. Мы с мужем в прошлом году посадили один такой. Выкопали в лесу и посадили. Он у нас, к сожалению, зимой погиб. Ну ладно, все, кто не хочет с нами жить, до свидания. Мы не сильно расстраиваемся. Мы всех любим, всем welcome, но кто нас, кому мы не нравимся, до свидания. Давайте на небо еще посмотрим. Вау. Вау, вау, вау. Здравствуйте, кто-то присоединился еще. Не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны. Мы гуляем регулярно. Возвращайтесь к нам. Гулять вдвоем интереснее, веселее. Вам слышно, как птицы поют? Тишина. Вам слышно тишину? На самом деле мох, он как покрывало. На нем лежать можно абсолютно без всякого одеяла, без всякого матраса. Просто убрать ветки, чтобы они не кололись. И можно прекрасно в лесу лежать, отдыхать. Особенно, когда жара, это невыносимо, тяжело. И растениям тяжело, и людям тяжело. Бедные люди, которые живут в пустыне. Ну, конечно, ко всему привыкаешь. Но когда мы возвращаемся из какой-либо жаркой страны, мы всегда замечаем, как много у нас кислорода, как много у нас влажности в воздухе, свежести. Радуемся, что у нас такое замечательное место. Ну вот здесь уже слышно дорогу немножко. Здесь совсем солнечная лужайка. Забыла воду с собой взять. Поднимается зной. Вот зелень выглядит немножко как-то ядовитой. Это освещение и оптика так вытворяют, я так думаю. Освещение плюс камера так реагирует. Вы слышите, как птицы поют? Замолчала. Это я ее испугала, вероятно. Здравствуйте, кто присоединился? Здравствуйте. Очень рады вам. Пойдемте гулять вместе. Мы гуляем. Вам слышно, как птицы поют? Пожалуйста, напишите мне. Я бы хотела, чтобы вам было слышно и видно эту красивую картинку. Очень жаль, что я не могу передать воздух. Какой чудесный здесь воздух. Вот отцветающая. Отцветающий солдат. Мы его так с мужем назвали. Он помнит название, я, конечно, нет. Как она живо и весело поет. Представляете, просто живет, радуется, поет, счастливо. Мы, когда поем, это говорит о том, что человек спокоен и счастлив. Вам слышно, как она поет? Я ее пугаю.
своей болтовней. Вот папоротниковые заросли. Другая сторона дороги. Как я люблю лес. Но я тоже люблю и море, но от моря я устаю. Устаю очень быстро, а в лесу я могу быть долго. В самую жару мы с мужем уходим в лес, берем с собой фруктов и овощей и слушаем тишину леса. Наслаждаемся жизнью, благодарим жизнь. Ну вот здесь вот высота склона метров 30. В некоторых местах, наверное, 50. Вот такой у нас неровный ландшафт. И нам нравится это особенно потому, что это придает свой шарм. Да, шарм нашему региону. А еще нам нравится, что у нас здесь очень много хвойного леса. Он зимой не теряет листву и стоит зеленым, что приносит такое ощущение, что у нас зимы нет, или она очень короткая. Но здесь действительно зима очень короткая, если сравнивать ее с Сибирью, где я жила раньше. Здесь ветерок слышно. Вам слышно? Гости мои, пожалуйста, напишите мне. Наверное, это не русскоговорящие, но это ничего. Посмотрите, какой папоротник богатый. Да? Вот такая богатая у нас природа. Такой у нас богатый, красивый, добрый край. Если вы не видели рая на земле, приезжайте к нам. Мы вам его покажем. Солнце спряталось за тучу. Солнце, выходи. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Папоротник достигает высоты иногда выше 2 метров. Да. Так интересно, да, прогуляться вместе, моими глазами посмотреть на лес. Вот здесь уклон не менее 50 метров. Да. И вот здесь мы видели косулю. Вторую. Одна была прежде, а здесь была вторая косуля. А я однажды видела семью диких кабанов. Они переходили, мать с детьми переходила через дорогу. Я стояла на машине, тихонечко ждала, когда они пройдут. Пожалуйста, напишите, вам понравился наш сегодняшний
стрим-прогулка или не очень? Пожалуйста, напишите. Кто у нас тут в гостях? Напишите, обозначьтесь как-нибудь. Как жаль, что я не могу передать вам свежий воздух, много кислорода. Немножко не хватает влажности воздуха, воздух суховат. Но нет этой жары изнуряющей, уже очень-очень хорошо. Поэтому я благодарна. Пихточка. Посмотрите, какая пихточка. Вау. Вам слышно, как птицы? Не забудьте подписаться на канал, если вам нравится, если вам близка тема природы. У нас на канале много интересного. У нас на канале не только прогулки. У нас сад. Мы с мужем оба увлеченные ботаники. И думаем, что мы делаем жизнь добрее, счастливее тем, что стримим на прогулках, ухаживаем за садом, показываем это людям, делаем жизнь счастливее и добрее. Во всяком случае, так думаем. Не распространяем негатив, останавливаем. Если слышим негатив, останавливаем его. Распространяем добро, позитив, спокойствие, красоту. Кто-то присутствует с нами постоянно. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Не знаю, понимает человек на русском или нет. Но склоны. Мы даже здесь видели оленей. Ой, лосей, простите. Всегда путаю. Да, сейчас вот пойду сорву кашку. Кашка, она такая душистая. Весь парфюм отдыхает. Да. Ну, здесь, конечно, крапива, колючка. Но я одну. Сорву одну, чтобы поделиться с вами запахом. Ой, крапива. Вот. Летний лук. Сопрелись. Да? Мой постоянный посетитель. Это для вас. Напишите мне что-нибудь. Ну, пожалуйста. То я всю прогулку что-то говорю, а вы мне не отвечаете. Ну, не хотите, не надо. Ой, сейчас посмотрим мох на деревья, на спиленных бревнах. Ну, правда, можно сидеть часами, медитировать, глядя на него. Это правда. Насекомые, инсекты. Инсект. Вы пробовали учить иностранный язык в таком взросленьком возрасте? А я пробовала, совсем не просто. Ну, потому окончается на «у». Это для вас, постоянный посетитель. Это для вас. А вот я обещала мох на спиленных деревьях. Вот сколько они тут лежат, я не знаю. Мы уже насушили бузину и липу. Мы сушим травы с мужем и пьем чай. Мы не покупаем чай. Мы его сами делаем. И травяной чай. И джемы делаем. Потом собираем бузину,
Варим джем, немножко сахара. Потом в прошлом году из липы варили джем, тоже очень вкусно. Опять же, я думаю, что мы помогаем природе, миру, планете. Ну, стараемся потреблять меньше. Да? Все, что можем делать, мы делаем сами. Потому что если каждый человек так будет делать, планета от этого только выиграет. Как вы думаете? Классно, да? Классно. Постоянный попутчик. Это вам. На самом деле нам нужно прощаться. Я уже выхожу на тропинку, которая ведет в деревню. Обещаю в следующий раз сделать предварительное объявление, когда я пойду на прогулку, чтобы вы пошли со мной. Мне с вами интереснее. Да. Минутку. Вот. Постоянный посетитель. Это вам. Приходите, подписывайтесь, если не подписаны. Приходите еще. Обязательно расскажу вам дополнительно, когда я пойду на стрим. Спасибо вам большое. До свидания. Завершить.